Мои хорошие, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я выполняю обзор новой колоды. Это оракул, называется эротический оракул Монара, поэтому картинки здесь соответствующие. Если просматриваете с несовершеннолетними детьми, просьба все-таки их удалить от экранов ваших гаджетов. Что за инструмент, почему приобрела им, моя точка зрения на данный, в принципе, магнетический инструмент, стоит ли покупать, стоит ли использовать. Все, что озвучу в видео, это будет моя субъективная точка зрения. Безусловно, она может быть категорически разнится от вашей, но в любом случае, знаете, как сколько обывателей и пользователей, столько и мнений. Итак, как вы поняли, инструмент у нас 18+. Приобретала я в Лос Карабео. Кстати, сейчас Лос Карабео издает не только мультиязычные, англоязычные колоды, но вместе с тем и русскоязычные. Поэтому это никакой там не плагиат или как не самопал, как мне некоторые пишут, говорят. Нет, это оригинальная колода, напечатана в Лос Карабео, просто русскоязычная. Я, конечно, не видела англоязычную в оригинале, но вот на сайте мне показалось, что сама колода там была представлена в более ярких красках. Возможно, я заблуждаюсь, и мне так показалось через экран своего гаджета. Плотная картонная коробка, плотный такой добротный инструмент, карты широкоформатные. По стоимости, ну, приблизительно вам сейчас переведу евро плюс, ну, из евро плюс доставка, это где-то мне обошлось порядка 650 гривен. Почему русскоязычные? Скажу честно, у меня большинство колод мультиязычных или англоязычных, но есть такое понятие, как сложности перевода. Не с позиции незнания языка, а вот знаете, когда не совсем корректно этот перевод произведен, и потом получаются какие-то нюансы, знаете, говорю, недопонимания. Итак, вот такая у нас коробка. Здесь присутствует шелковый шнурочек, при помощи которого вы можете извлекать данные карты. И к нему непосредственно сопроводительная инструкция, либо, как мы еще называем, мануал. Я бы начала с него, причем, как вы видите, у нас автором этой колоды является Эльза Хапотниковская, здесь даже подписано. Не знаю, издавала сама, либо по запросу издательства. В общем, в чем суть этого оракула, что он из себя представляет? Почему обращаюсь к брошюре? Потому что, пролистав ее, поняв смысл, подачу, который вкладывает автор, нам можно будет легче работать с этим инструментом. Итак, художник Мила Монара и концепция Эльзы Хапотниковской. Что мы здесь видим? У нас данный продукт издан в 2021 году, то есть это фактически, не могу сказать, что прям новинка этого года, издан он, в принципе, в первой половине данного периода, но тем не менее. Здесь автор пытается переплетать, либо подавать информацию при помощи этого оракула. Ситуация здесь прорисовывается и подается через чакры, вопросы астрологии и эроса, то есть визуальный ряд, прорисовка. Не буду вдаваться детально в эти нюансы. Здесь непосредственно акцент по чакрам. Кто, допустим, не знает, какие чакры существуют, каким образом это самовыражается, а также планеты, которые у нас здесь будут прорисованы непосредственно в колоде. Солнце, Луна, Венера, Лилит и Селена. Почему только эти? То есть планеты, которые соответствуют женским и мужским энергиям. Вот здесь они прописали. Солнце, мужская энергия, креативность, сила воли, независимость, напористость. Безусловно, планет у нас гораздо больше, но вот здесь заявлены только эти 5. Дальше перечислять не буду, вам будет все понятно. Далее, знаки зодиака и краткие характеристики для каждого из них. Ну, например, там Овен, да, проявляет инициативу, мчится вперед, смелость и дерзость. Или, допустим, Лев, щедрость, яростно завоевывая, следуя амбициям. Ну, такое, вы знаете, как назвала бы ключевые слова. Далее. Как видите, здесь оракул построен на основе всего, что связано с женской красотой и энергиями женщины. Но, как прописывает и мужчина, может использовать этот оракул. Для чего? Ну, то есть для выявления каких-то темных черт человеческой натуры, ну, непосредственно вопросов эгоцентризма и сексуальной энергетики. Итак, для каждой из чакр здесь будут соответствовать 5 карт. Я сейчас буду вам показывать по самой колоде.
И идет краткое описание по каждой карте. Мы сейчас еще к этому мануалу вернемся. Я просто вам показываю. Так, и все. Видите, то есть нет никакой концепции, как с ним работать, как выкладывать эти арканы. То есть эта колода является самостоятельной, либо она идет как дополнительный инструмент к другим колодам, будь то Таро, либо Ленорман. То есть здесь не заявлено. Поэтому давайте посмотрим, проанализируем и сделаем какие-то свои выводы. К полиграфии, качеству печати вообще вопросов нет, все шикарно. Теперь сама колода. Как вы поняли, здесь 35 арканов, колода широкоформатная. Не всем будет удобно, у кого маленькая ладонь, но тем не менее, я думаю, не критично. Качество картона плотное. Не знаю, насколько хорошо это вам видно через мой гаджет. Двухсторонняя ламинация. Безусловно, если у вас некорректно выставлен цвет, будет отблескивать, ну, так как у меня для кого-то проблема, для кого-то нет, но вы это решаете сами для себя. Итак, поехали посмотрим данный оракул с точки зрения визуального ряда, потом сопоставим с тем, что прописано в мануале, и попробуем с ним повзаимодействовать. Итак, как мы видим, здесь у нас согласно 7-й чакре, а именно Сахасрари, первый же аркан, огонь желания. Я вам не просто так показываю прорисовку, зачитаю, объясню почему, чтобы донести концепцию автора. То есть здесь идет, что идет из посыла этого аркана. То есть вот я хотела всего, я хочу этого сейчас. Когда-то я была молода, то не понимала, что слишком мала, чтобы употреблять слово «все». Сначала мне нужно было взглянуть на Вселенную, чтобы понять свои истинные желания. То есть тут речь идет об амбициях, стремлениях, цели, пути, мечтаниях. Вот видите, ну, по сути, как осветить темноту, найти выход своим амбициям. И так, по сути, идет по каждой карте. Сейчас с вами это посмотрим. Вот, вера в свою красоту. Красивые изображения, чувство пробужденного сердца. Не пытайтесь найти какую-то глубокую дополнительную информацию в мануале, потому что здесь, по сути, ключевые слова написаны на карте. Там все, знаете, говорю, метафорические высказывания. Как цветок весной, искушение удовольствием, уверенность в силе исцеления, сладкая трезвость в чувствах, истина, стоящая за иллюзиями. Видите, здесь вот соотношение с чакрой, и здесь, как мы видим, соотношение с планетой и со знаком зодиака. Вот Луна, женские энергии и знак зодиака Весы. То есть почему истина, стоящая за иллюзиями, как это соотносить? То есть женская энергия, которая постоянно колеблется, не находит выхода эмоциям, либо сложно принимать какие-то решения. Вот для вас это, по идее, должно служить подсказками. Муза, живущая в моих снах. Солнце, яркость, активность, пробуждение, рыба, чувства, эмоции. Рассказывайте романтические истории. Поток вдохновения. Низшее и высшее я. Выход наружу. Защита своих чувств. К лучшему и к худшему. Творческая близость. Легкость бытия. Обещание бесконечной любви. Любить себя и доверять себе. Сны о подавленных желаниях. Тайны и открытия. Обнаженное я. Приманка самого легкого пути. Создание нового я. Инстинктивное блаженство. Свобода быть самим собой. Предаваться невозможному удовольствию. Это тайное озорное чувство. Великий театр жизни. Чистота цели. Сад на вершине мира. Боль, скрытая роскошью.
дороги сожаления или раскаяния, и ненависть, возвращенная любовью. То есть в плане визуальной прорисовки, цветопередачи вообще вопросов к оракулу нет. Но вопрос, как с ним работать? Вот давайте сейчас попробуем с вами на практике применить его и посмотреть, насколько достоверную информацию он дает. С моей точки зрения, данный оракул актуален будет только для просмотра отношений, для просмотра вашей характеристики личности, психоэмоциональных блоков и ваших проблем, но это не бытовой оракул, на котором вы можете просмотреть все какие-то событийные нюансы, весь тот событийный ряд, который вас тревожит или беспокоит. Ну вот давайте попробуем в бытовом аспекте. Например, возместит ли вам соседка материальный ущерб и компенсирует ли она вам ваш ремонт? Ситуация, человек вас затопил. Итак, возместит ли соседка материальный ущерб? Давайте посмотрим. Рассказывайте романтические истории. Хорошо, допустим, нам одного аркана мало. Хотя я вам сейчас дам свое видение ситуации по одному аркану, я достану 3. Прочтут ряды. Как цветок весной, тайны и открытие. Итак, здесь однозначно вам будет плести какую-то историю, вливать, как говорится, воду в уши. Почему? Потому что здесь максимум, вот как цветок весной, обещает, что ситуация поменяется, вы сможете сделать ремонт. Возможно, вам это будет обещать весной, либо к весне вам что-то компенсировать. Но тайны и открытия, по факту, человек ничего для этого стремиться делать не будет. То есть, если вы надеетесь на то, что это будет по принципу добровольно, человек вам придет и возместит материальный ущерб, честно, маловероятно. Но, как вы видите, здесь для того, чтобы оперировать такими событийным бытовым рядом, но это нужно очень глубоко карты чувствовать. Потому что если вы начинающий практик, ну, вы не поймете эту ситуацию. Почему я говорю, что здесь только обещать? Потому что я даже смотрю дно колоды, для меня это первооснова ситуации, обещание бесконечной любви. То есть это только обещание выполнить свои условия, которые человек должен, да, нести свои обязательства и возместить вам потери. Но по факту этого не будет. Хорошо, окей. Теперь посмотрим немножечко в другом ракурсе. Например, человек спрашивает, стоит ли ему поступать в выбранный вуз? Стоит ли поступать в выбранный вуз? Может, я плохо перетасовала, конечно, но смотрите, как цветок весной, истинно стоящая за иллюзиями, тайны и открытия. На самом деле человеку это поможет расвести, набраться знаний, опыта и сделать для себя новые открытия. То есть на вопрос, стоит ли человеку получать дополнительное образование, да. Почему? Потому что даже дно колоды легкость бытия, учеба будет даваться ему легко и в перспективе даст ему какой-то старт в жизни, который облегчит существование. Хорошо, давайте посмотрим на характеристику личности. На характеристику личности. Допустим, сейчас буду просматривать характеристику кверента. Что он из себя представляет. Человек, на самом деле, знаете, как говорю, влюбчивый. Человек, живущий эмоциями, человек, живущий легкими связями, непостоянен. Здесь действительно, знаете, с позиции заводить очень много отношений, но не в плане их качества, а в плане количества. Почему? Потому что ему это диктует его низшее «я», потому что таким образом он повышает свою самооценку, взращивает свой эгоцентризм. И ситуация искушения удовольствием– это вопросы личностного роста, это желание самоутвердиться, побороть таким образом свою низкую самооценку, утверждая за счет кого-то. Потому что, когда он понимает, что он искушает удовольствием и что-то предлагает, и кто-то, скажем так, на это ведется, то человек, знаете, повышает уровень своих вибраций. И муза, живущая в моих снах, это человек, который вам может давать ложные шансы, ложные иллюзии. На самом деле, по этой карте он сам не знает, чего он хочет от жизни. Хорошо. Например, вы спрашиваете, состоится ли примирение с партнером. Тайные открытия, сладкая трезвость в чувствах – это тайное озорное
чувства. Здесь для себя в плане общения и попыток восстановления отношений откройте очень много нового. Наконец-то протрезвейте. Почему? Потому что понимаете, что человек вас в многом использовал. Да, да, вам это дает какой-то духовный и личностный рост. Это понятие собственной, осознание собственной ценности, поднятие самооценки. Но о вопросах примирения здесь не идет. Чувство пробужденного сердца– это только ваши эмоции, которые принадлежат вам. Но здесь речь не о примирении. И если вот так кратко, что я могу сказать? Максимум эту колоду я бы рекомендовала использовать в дополнение с иными инструментами, будь то колода Таро Монары, либо, в принципе, колода Таро может быть Ленорман, как просмотр событийного ряда. Во всяком случае, у меня, как самостоятельный инструмент, ну, это, знаете, оракул ни о чем. Почему? Потому что для меня это колода, на которой я могу смотреть карту дня, либо тянуть как дополнительную позицию. Возможно, это только мое субъективное мнение. Если она у вас есть в работе, поделитесь, пожалуйста, как вы с ней взаимодействуете и насколько она у вас информативна, насколько вы глубоко ее чувствуете, как точно она у вас попадает в цель. Потому что для меня, вот честно скажу вам, просто красивые картинки. Глубина и подача информации, ну, значит, я не умею читать этот оракул. Вот это все, что я могу здесь сказать и озвучить в этой ситуации. Поэтому как еще один инструмент в коллекции, да, но сказать, что я буду работать с ним на постоянной основе или использовать его крайне часто, здесь однозначно нет. Ну вот даже сейчас еще попробуем с вами сделать, ну это уже событийный ряд, это не касается чувств, это не касается психоэмоционального ряда. Вот я хочу для себя прояснить ситуацию, спросить, является ли человек практиком, в частности тарологом, есть ли у него к этому задатки. Является ли человек тарологом? Приманка самого легкого пути. То есть человек себя может выдавать за такового, но таковым по факту не является. Ну, ответы такие, как я говорю, 50-50. Поэтому, ну, для меня это, знаете, как не глубоко, не емко. Соответственно, я не могу считывать информацию в том объеме, как бы мне хотелось. Поэтому для меня это только как дополнительный инструмент, но не основной. В любом случае, это лишь моя субъективная точка зрения. Она может быть действительно абсолютно неверной и не созвучна с вашим видением. Это, знаете, как мое чувствование этого инструмента, мое видение ситуации. Ну и, в принципе, как вам сказать, как с позиции обывателя, как с позиции таролога, ну и как человека, который, в принципе, знаете, рассматривает для себя ситуацию, приобретать данный инструмент в вашу коллекцию или нет. Поэтому жду от вас обратной связи, жду от вас комментариев. Какие впечатления и эмоции у вас создал этот инструмент? Как вы ее чувствуете, как ее ощущаете? А если есть в работе, как часто с ней работаете и насколько точно дает обратную связь, дает информацию. Поэтому поделитесь, пожалуйста, своим мнением, своим опытом. В любом случае, я благодарна Эльзе Хапотниковской за такой труд, потому что я понимаю, сколько это стоит времени, труда, усилий. Не только, знаете, подобрать, обработать информацию, попытаться ее корректно, грамотно донести. Но вот у меня конкретно работа с этим инструментом не сложилась. В любом случае, мои хорошие, жду от вас, может быть, пожеланий, каких оракулов вы хотели бы видеть в моем обзоре, или что бы вы предложили на обзор, или порекомендуйте те оракулы, которые являются у вас рабочими. Я думаю, всем будет интересно и любопытно увидеть новые инструменты. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.